Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео мы изготовим простое и очень полезное приспособление, которое позволит комфортно, а главное качественно, перематывать шнуры или лески с вот таких вот покупных бобин на шпули наших катушек. Это актуально абсолютно для каждого рыбака, потому как все мы со временем покупаем новые шнуры и лески, и соответственно нам приходится их перематывать на наши катушки. Как вы уже могли заметить, мы это очень часто делали прямо на рыбалках, то есть брали с собой на рыбалку новый шнур, бросали бобину в воду и прямо с воды перематывали его на нашу катушку. За счет того, что бобина находится в воде, в момент перемотки образуется небольшая натяжечка, и таким образом можно было более-менее комфортно перемотать. Способ действенный и он рабочий, но я от этого способа хочу отказаться, потому как он не совсем качественный. Вот той натяжки, которая дает вода, недостаточно для качественной намотки шнура на шпулю катушки. Шнур таким образом ложится неплотными витками. Витки немного так ослаблены, хотя вроде бы кажется все нормально, но на самом деле они ослаблены. И часто бывает такое, что особенно вот когда мы делаем там первые 2-3 заброса после такой намотки, шнур со шпули сходит, скажем так, такими барашками, кольцами, и бывает даже образуются небольшие бороды, какие-то узелки, и приходится все это брать, распутывать, плюс это все происходит на новом шнуре, как бы, ну, не совсем хорошо. Поэтому от такого способа намотки хочу отказаться. Конечно, есть еще другие способы, вы можете сказать, то есть можно, например, там, попросить там, своего друга или еще кого-то вот так вот подержать двумя пальцами с определенным усилием, чтобы создавалась натяжка. То есть я вот бывает там прошу кого-то, мне вот так держали бобину, и я перематывал на свою катушку. Но когда происходит вращение, соответственно, образуется трение, и тому, кто держит, со временем становится некомфортно в пальце, потому что они просто начинают гореть. Ну и плюс, как бы, натяжка получается тоже какая-то неравномерная. Человек держит то сильно, то слабо, то потом вообще отпускает. Ну, как бы это все неудобно. Ну и плюс у такого способа недостаток еще в том, что обязательно должен быть второй человек. То есть если я нахожусь, например, сам дома и там перед рыбалкой хочу перемотать шнуры на катушке, я этого сделать не могу. Конечно, еще я пробовал брать там стопку книжек, открывать там какую-то страницу посреди книги, укладывать туда шнур, сверху ставить какой-то груз и через книгу мотать шнур, чтобы образовалась натяжка. Но опять же, это реально сложно. Все время этот шнур выскакивает, то груза недостаточно, то груза мало, плюс книжка портится, если она еще какая-то нужная, например. Вот, ну, в общем, неудобно. И я вот на просторах интернета в одном очень известном китайском магазине, я думаю, все о нем знают, увидел, есть такое специальное приспособление, которое как раз таки предназначено для перематывания шнура с бобины на катушку. Но я почитал отзывы, сделано оно по-китайски, как вы понимаете, не совсем качественно, и при этом стоит еще так нормально денег. Я так посмотрел, прикинул и понял, что там особо ума не надо, чтобы сделать такое приспособление самому. Да не просто сделать, а еще и дешево и качественно. В принципе, для этого надо минимально какого-то материала, весь он дешевый, то есть все это можно сделать за копейки. И особо там не надо инструмента, нужна просто там отвертка, сейчас вы вот увидите, и там в принципе дрель, и все. Поэтому сейчас мы приступим к изготовлению этого приспособления, я все покажу и расскажу. Значит, сейчас на своих экранах вы видите в принципе все, что нам понадобится для изготовления данного приспособления. В общем, взял я две вот такие вот небольшие доски и уже заранее их подготовил. Собственно, в чем заключался процесс подготовки этих досок? Ну, их я вырезал из старых поддонов, то есть из европалет. И они, соответственно, были такие очень шершавые, тут не очень ровные. И для того, чтобы потом не загнать занозу в палец, я взял кусок наждачки, загладил все вот эти стороны, сделал гладкими. Также загладил вот эти острые края и закруглил углы. Также эти доски я вырезал уже в нужный размер. Конечно, размер досок может быть абсолютно произвольный, у вас они могут быть другого размера. Я для себя прикинул, что будет нормально, если ширина этих досок будет 10 сантиметров, а длина у одной доски
15 сантиметров, у другой 20. То есть эта доска 10 на 15, это 10 на 20. То есть одна короче, одна длиннее. У вас, опять же, повторюсь, этот размер может быть совсем другим. Ну, смотря какие доски вы найдете и будет ли чем вам их там подрезать и обрезать. Это уже дело такое, это не самое главное. Также нам понадобится вот такой вот болт. Это болт с резьбой М12. И длина этого болта 16 сантиметров. Также под этот болт нам надо 2 обычные гайки и 1 гайка-барашек. Потом нам еще понадобится 5 шайб. Шайбы с внутренним диаметром 12, чтобы они плотно находили на болт. И желательно, чтобы эти шайбы были с увеличенным внешним диаметром. Ну, у меня вот было 3 шайбы, такие вот самые большие, одна чуть поменьше и одна совсем маленькая. Ну, у них при этом размер внутреннего отверстия везде 12 миллиметров. Но здесь вообще, в принципе, я брал шайбы, какие у меня были, я даже их не покупал, где-то нашел в гараже. Но здесь главное, чтобы хотя бы 2 шайбы было именно увеличенного диаметра. Остальные там уже без разницы, смотря какие вы там найдете, это уже не важно. Также нам еще понадобится 2 шурупа по дереву. В данном случае я буду использовать 2 мебельных конфермата. Ну, у меня они были, поэтому буду их использовать. Мне с конферматами комфортно работать. И самое вот главное, это то, что я искал дольше всего, это вот такая вот пружина. Это такая плотная пружина. У нее длина 2,5 сантиметра. Ну, она у вас тоже может быть немножко там другая, не обязательно именно такая же. Главное, чтобы она была такая поплотнее. И самое основное, это чтобы диаметр пружины был такой, чтобы эта пружина свободно заходила на болт. Вот и все. Такая нужна пружинка. Но я думаю, на какой-то барахолке, на любом каком-то рынке, если у вас нету, можно найти. У меня просто где-то она валялась в гараже, тоже вот нашел. В принципе, все, что я покупал для этого приспособления, это барашек. Да и, в принципе, все. Болт у меня тоже где-то валялся, шайбы были, шурупы были. В общем, доски тоже взял, как я уже говорил, из палет старых. И еще есть такой один компонент, как металлический уголок. Ну, это не обязательная деталь, я поэтому сразу сюда ее и не выкладывал. Ее можно ставить, можно не ставить. Я решил поставить чисто, чтобы усилить всю эту конструкцию. И то потому, что у меня просто был этот уголок. Видите, он старый, бэушный, тут что-то вот просверлено уже. Тут, в общем, вот такой кусок уголка. Можно взять какой-нибудь там другой, там, может, стальной у вас какой-то есть. Или еще какой-то. Ну, в общем, любой уголок. Положим его сюда, потому что я все-таки буду его использовать. И он нам пригодится. Значит, первое, что нам нужно сделать, это взять доску, которая поменьше. Вот здесь я делал такие закругления побольше, это у меня будет верх. И с той стороны, где у нас будет верх, нам надо примерно здесь вот сделать отверстие, тоже 12, чтобы сюда проходил вот этот вот болт. Для этого мы берем линеечку и меряем. Значит, ширина у нас этой доски 10 сантиметров. Значит, мы от верха тоже отступаем 10. Чертим здесь линию. Вот, и у нас тут образуется квадрат. Теперь в этом квадрате находим центр. Проводим 2 диагонали. Так, примерно. И вот у нас центр. Вот здесь вот на пересечении нам нужно просверлить отверстие под наш болт. Вот так. Собственно, сейчас этим мы и займемся.
В общем, в короткой доске я просверлил отверстие 12 мм. Теперь сюда свободно заходит болт. Но мы болт пока откладываем в сторону. Теперь наша задача эти доски соединить вот таким вот образом. Вот так. Для этого вот так вот прикладываем. Хорошо тут все дело удерживаем. И здесь просверливаем два отверстия под шурупы. Ну, в моем случае это будут мебельные конфирматы. Так, сейчас один сразу закрутим, чтобы оно уже не гуляло. Так, подзатянул. И теперь опять все это выставляем ровненько. И сверлим под второй конфирмат. Я туда специально их поглубже утопил, чтобы в эту доску больше вошло резьбы. Потому что конфирматы, они не совсем длинные у меня. И поэтому пришлось их немножко туда утопить. Но это уже такое дело. Все. Все прикрутил. Видите, в принципе, тут все надежно держится. Но сюда потом я хочу еще поставить уголок. И, в принципе, не потом, а как раз вот сейчас нам уголок нужно ставить. Именно на этом этапе. Значит, я уже показывал алюминиевый уголок. Сейчас я его отрежу по ширине вот этой доски. Ну, то есть 10 сантиметров. И сразу просверлю здесь отверстие. Ну, наверное, тут 3 отверстия и тут, может, 3 отверстия. Ну, сейчас посмотрю. В общем, сейчас обрезаю его, сверлю отверстия под шурупчики и мы продолжим. Ну вот и все. Обрезал я по длине уголок. Я решил сделать его на 5 мм короче. То есть не 10 сантиметров, как эта доска, а 9,5. Чтобы, когда мы его прикрутим, чтобы здесь по бокам не торчал металл. Ну, как бы на всякий случай сделал короче. Вот. Также я здесь просверлил 6 отверстий. Решил вкрутить по 3 шурупа на каждую сторону. Единственное, что на вот этой вот нижней стороне я отверстие сделал дальше от краев. Потому что здесь у нас, как мы помним, проходят конформаты, которые мы прикручивали с той стороны. Вот здесь у нас проходят конформаты, и чтобы шуруп не уперся в конформат, я сделал отверстие дальше от края. Ну и в принципе можем теперь прикручивать. Будем крутить на вот такие вот коротенькие шурупчики. И вот так вот у нас замечательно получилось. Ну, то есть, как я уже говорил, уголок чисто как дополнительное такое усилие, чтобы никуда оно не делать, чтобы не шаталось. Хотя, в принципе, этих двух конформатов, здесь даже можно и 3. Можно было 3 вкрутить. Ну, поскольку я ставлю уголок, здесь 2 достаточно с головой. Вы можете вкрутить за 3 обычных шурупа, и этого будет достаточно. Вот так. Ну и теперь, что нам остается сделать? В принципе, самое сложное мы уже сделали. Теперь мы берем болт, на него одеваем шайбу,
и вставляем с обратной стороны. Теперь берем еще одну шайбу и накручиваем гайку. Берем гаечный ключ, все это дело хорошо затягиваем. Хорошо затянули. Болт у нас стоит мертво, ничего не шатается. Вот. Очень получилась жесткая конструкция. Также я вот забыл сказать, когда будете сверлить вот это отверстие под 12, то вы старайтесь сделать его максимально перпендикулярно, чтобы болт был у нас здесь ровно. Потому что если сделаете отверстие под углом, то, соответственно, понимаете, как станет болт. Вот. Это у нас готово. Теперь мы берем шайбу, одеваем на болт, затем берем пружинку, одеваем на болт, берем еще одну шайбу, еще одну шайбу, накручиваем гайку и барашек. Вот так. И, кстати, вот я говорил, что надо, чтобы хотя бы две гайки, чтобы две шайбы были увеличенного диаметра по наружу. Это как раз именно вот эти две шайбы. Вот именно вот эти, которые идут после пружинки. И все. Наша конструкция полностью готова. Сейчас я покажу, как это все дело работает. Итак, представим, что мы купили новый шнур, и нам его необходимо перемотать на катушку. Берем наше приспособление, и первым делом его необходимо как-то зафиксировать. Если же вы не один, можете кого-то попросить, чтобы вам его подержали. Но как раз фишка этого приспособления в том, что оно позволяет перематывать шнур самостоятельно. Для этого просто могу посоветовать вот такую вот дешевую строительную струбцину, которая позволит надежно зафиксировать это устройство абсолютно на поверхности любого стола, при этом стол не повредив. Ставим наше устройство на край стола и струбциной просто его слегка прижимаем к столу. Ну, слегка, но при этом надежно. Вот так. Все. Видите, никуда оно не шевелится. Все стоит намертво. Значит, теперь берем, откручиваем барашек и откручиваем гайку. Снимаем одну шайбу, одеваем бобину со шнуром, шайбу ставим назад, накручиваем гайку до шайбы и накручиваем барашек. Ну, барашек сразу можно до конца не крутить. В чем здесь принцип? Я думаю, многие уже догадались. Когда мы подкручиваем гайку, у нас пружина сдавливается и, соответственно, начинает давить на бобину со шнуром. Таким образом, чем больше мы крутим гайку, тем большая натяжка у нас образуется в момент наматывания шнура. То есть, если вот вообще вот так сильно ее подкрутить, вот видите, сейчас вот я возьму, где тут шнур, вот уже тянуть довольно сложно. Натяжка почти как струна. Если мы гайку ослабляем, у нас уже натяжка поменьше. И можно себе примерно вот так отрегулировать. Причем здесь идет такая довольно тонкая настройка. Вот так вот, в принципе, комфортно крутить. И все, когда мы этой гайкой полностью установили необходимое нам усилие, то есть необходимую натяжку, мы просто все это дело контрим с помощью барашка. Для того, чтобы гайка не откручивалась в момент перематывания шнура на катушку. Немного придерживаем гайку. И вот так вот. И хорошо притягиваем барашек. Все.
У нас здесь все зафиксировано. И смотрите, мы крутим бобину, у нас ничего здесь не шевелится. Единственное, что крутятся вот эти шайбы, но они и должны крутиться. Сразу расскажу, почему я здесь взял такой длинный болт. Конечно, болт можно было и покороче взять. Дело в том, что вот эти бобины бывают разные. Они бывают такие, бывают там уже, бывают немножко шире, а бывают даже и вот такие. И довольно часто приходится, особенно карповые лески на таких бобинах. Допустим, здесь километр лески, вот. И бывает, что надо перематывать вот такие вот широкие, толстые бобины. И как раз вот, видите, по длине, как вам показать, вот. По длине четко этот болт нам сделать это позволит. Потому что вот здесь еще торчит немного резьбы. И мы сможем здесь закрутить гайку, и еще хватит места для барашка. Поэтому лучше болт брать сразу длинный. Ну, это болт, я уже говорил, 16 сантиметров, длиннее не было. В принципе, как раз такая золотая серединка, потому что шире, чем вот эти бобины, я еще ничего не видел, да никогда у меня такого и не было. Это вот самое то, что надо. Ёлки-палки, ну красота! Это надо было столько лет отмучиться, чтобы только сейчас себе сделать такую штуку замечательную. Ну реально, комфортно, капец. Натяжечка идеальная. Просто супер. Не думал, что перематывать шнур на катушку можно настолько комфортно и просто. В общем, всем спасибо за внимание. Берите себе на заметку данное устройство. Делайте. Как видите, ничего сложного, зато очень и очень комфортно. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.